Продукты, которые понадобятся, это 400 граммов мясного фарша, подойдет любой, у меня говяжий, 250 миллилитров теплой воды, 500 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 200 граммов тертого сыра, подойдет любой твердый сорт, 200 граммов томата, 200 граммов сметаны, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 чайные ложки соли, одна для теста, другая для начинки. Начинаю с приготовления теста. В удобную посуду выливаю 250 мл теплой воды, солю и начинаю вводить частями просеянную муку. 350 граммов смело добавляю, пока тесто еще в миске, а затем выкладываю на стол. Замешиваю мягкое пластичное тесто. Теперь раскатываю его в пласт тонкий, толщиной где-то 3-4 мм. Чем тоньше он будет, тем лучше. Сливочное масло растапливаю в микроволновой печи и смазываю им всю поверхность теста. Хорошо промазываю по несколько раз, чтобы масло слегка впиталось в тесто. Сворачиваю в плотный рулет, как можно туже скручиваю его. И теперь сворачиваю в круг. Убираю в морозилку на 40 минут. Сама в это время приготовлю начинку. Ставлю сковороду на плиту, наливаю подсолнечное масло, даю ему нагреться и кладу лук. Затем присоединяю измельченный чеснок, чуть обжарю и добавляю мясной фарш. Перемешиваю, подсаливаю и жарю фарш, чтобы выпарился сок, который мясо даст. Присоединяю 200 граммов томата, хорошенько перемешиваю, жарю вместе с томатом 5-6 минут и отключаю газ. Перекладываю со сковороды и даю начинке немного остыть. Тесто достаю из морозилки, делю на 2 части и раскатываю в вытянутый прямоугольный пласт. Обрезаю края и нарезаю на полоски шириной 7-8 см и длиной где-то 15 см. Вот такой она должна быть полоска. Беру одну, промазываю сметаной середину и кладу сверху вторую полоску. Также промазываю сметаной, сверху выкладываю мясную начинку, посыпаю сыром и закрываю конвертиком. Серединка должна быть открытой. Если вы видите, что не получается открытая серединка у конвертика, значит полоски нужно уменьшить в длине. Готовые конвертики выкладываю на противень, который я застелила бумагой для выпечки. Сверху промазываю сметаной и посыпаю тертым сыром. Ставлю в разогретую духовку на температуру 180 градусов на 30 минут. Достаю из духовки и только взгляните на эту прелесть. Отдельно хочу сказать за тесто. Оно получается просто чудесное. Выпечка мягкая, нежная на вкус. Начинку можно делать и другую, из грибов или капусты. Главное, что получается необычайно вкусно. Перекладываю на тарелочку и можно подавать к столу. Разрезаю один конвертик. Взгляните, какая красота! Очень аппетитно смотрится. Думаю, вы со мной согласитесь. Я вам желаю приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно вам было интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я этому буду очень рада. Спасибо большое за внимание.